Всем здравствуйте! Ну что, ребят, вот это вот последняя орхидея, ну не последняя, дай бог, заключительная, которые достались мне, но опять же скажем, что в наследство. Потому что я, конечно, хотела эти сорта, но зная именно себя и почему-то такую тенденцию, когда я хочу себе какой-то определенный сорт, он почему-то начинает потом болеть. Вот буквально сегодня я заметила вот у такой очень красивой орхидеи, поближе потом вместе с вами посмотрим, я решила ее оставить также себе. Изначально и заказывала для себя одну лишнюю. И в итоге у орхидеи сегодня я пролечила гниль на шее. Нужно было записать, потому что гниль, ну такие, с одной стороны, если посмотреть, интересная была. Вокруг ствола конкретная такая мощная, сильная. Ну, вот так вот, конечно, думала, что мне она достанется здоровой, пришлось полечить. И хочу сразу же предупредить вообще своих покупателей, что, ребят, не все, конечно, орхидеи, которые я продаю, они болеют, либо гниют, либо что-то с ними не так. Вы получаете самое лучшее, самое хорошее, самое красивое. На заднем плане потом тоже вместе с вами поближе посмотрим. Вот такая красотка крупноцветковая орхидея, которую можете приобрести, но на данный момент почтой не отправляю, а только лишь для жителей моего города. Можете приходить и приобретать. Абсолютно здоровая, идеально мощная орхидея. И насколько я поняла, по прошествию лет вообще ухода за орхидеями и именно продажи, где бы мы ни покупали орхидеи, что азиатские орхидеи, что голландские, там какие-то европейские, не знаю, пошло и поехало, от любого садовника, вот прямо от любого, они приходят, кто-то с корневыми гнилями, кто-то с гнилями на шее, и, ну, так скажем, ни один поставщик от этого, вообще даже ни один садовник от этого не застрахован. Понятно, что они растут в теплице, вот в этих вот условиях, они там все сидят вместе, и если начинает, ну, серьезно, конечно, какое-то заболевание, то оно и распространяется на, может, на соседние орхидеи также. И самое, конечно, что приводит именно к вот таким заболеваниям, ребят, это стресс. Вот хотите со мной спорьте, что хотите, то и делайте, но стресс у орхидей, он существует. Изначально вот эта вот орхидея, она пришла вообще идеально. Все было нормально. Прошло 3 дня, она себя проявила. И если вдруг у ваших орхидей после покупки вот такое вот случается, это лишь-напросто у нее стресс. И это не говорит о том, что вам продали какую-то гнилую, либо плохую орхидею. И когда вы орхидею покупаете, хоть у меня, хоть в любом магазине, и вообще хоть где, изначально, даже вот когда вам отправляют почты, просите продавца, чтобы вам сделал фотографию шеи со всех сторон, фотографию именно корневой системы, потому что за время далее транспортировки даже я ответственности не понесу за цветок абсолютно. Неизвестно, как он вообще себя поведет. Понятно, что в зиму и в жаркое лето отправлять цветы, ну, не стоит. В жару тоже, ребят, не стоит отправлять цветы, потому что температура бывает повышается и до 30, и до 40 градусов, а это то же самое, что орхидея может там свариться. Поэтому вот такие казусы, они происходят. И здесь, наверное, можно сказать, как уж повезет. Но дай бог, если вы цветок этот покупаете у меня, и вдруг какая-то беда с ними происходит, обязательно мне пишите, обязательно мне об этом говорите. И вместе с вами мы орхидейку пролечим и, конечно же, попытаемся спасти. Давайте вот эти поближе посмотрим и, конечно же, рассмотрим, в чем причина того, что они остались у меня. Ближе посмотрим данную красотку, которая была изначально в продаже. Вы не поверите, не хотели покупать. Вот стояла она, стояла. С одной стороны, может быть, и к лучшему. И если бы человек ее купил, конечно, могла бы развиться именно вот такая вот картина. И сейчас мне нужно будет ее пролечивать и за ней ухаживать. Вообще изумительная орхидея с потрясающим окрасом. На его, конечно, даже потемнее, нежели через камеру. Это, ребят, орхидея сорта Нью-Йорк. Некоторые спрашивают тоже название, даже когда хотят купить. Я им называю один сорт, они начинают в поисковике забивать, и выходит так, что
допустим, вот эта орхидея данного сорта Нью-Йорк, она может у голландского садовника быть вообще другой абсолютно расцветкой. Но здесь, как сказать, они заимствуют друг у друга названия. Конечно, понятно, что мы привыкли к тому, если дикий кот, он и в Африке дикий кот. А вот какие-то вот такие вот названия, ну да, могут заимствовать. У одного садовника эта орхидея будет вот такой расцветкой, у другого садовника он уже будет другой расцветкой. Так что есть, то есть. И если вот этот сорт именно вот таким окрасом, и именно его назвали Нью-Йорк, то значит, ну никуда от этого уже не деться. Вот, ребят, стоят вот эти все 4 красотки, все мои наследники. Обработанные они уже изначально абероном. Я их обработала. Также меня кто-то спрашивал, интересно так, Лена, а вы эти орхидеи, что на продажу тоже обрабатываете? Там, допустим, в полив добавляете что-то, либо абероном? Ну, что здесь сказать? Как я могу все орхидеи? У меня чисто даже физически не хватит на это времени, но и, соответственно, препаратов. Мне их тоже бесплатно никто не дает, я их также покупаю. И поэтому я никаких данных процедур с теми орхидеями, что идут в продажу, не делаю, а только лишь для своих. Изначально спиртом, а в моем случае водкой, со всех сторон листья протерла и абероном опрыскала. Аберон, ребят, есть наличие, обращайтесь. И Нью-Йорк, это вот она стоит здесь, орхидеечка. Давайте сразу же я вам расскажу именно какой уход за ними я буду осуществлять. Аберон уже сказала, обработку от вредителей необходимо, прям необходимо ее делать. Не дай бог вы заразите коллекцию своих орхидей каким-то вредителем, лишь только потому, что вы не захотели. Потом у вас будет еще больше головника. Ну и она вот сейчас еще не подсохла относительно недавно. Я здесь все срезала полностью со всех сторон. Вокруг со всех сторон вот прям все обработала. Гниль она ушла далеко туда, прям в самый низ. Но думаю, что все равно орхидея справится, и у нее корневая система хорошая, нормальная. Ну, правда, хочет пить. Думаю, что в этом проблем не возникнет. И если, конечно, я где-то что-то не дочистила у ствола, это может все прорастать уже вглубь и, не дай бог, конечно, сожрет орхидея. Здесь сейчас смотрю на место. Это получается корень, ну на корень, да, как будто бы похоже. И вот это вот место, я пока срезать его не буду, ну можно в принципе и подсрезать. Позже, конечно, срежу, все удалю и вижу, что вот еще, видимо, здесь не дочистила, видите, между стволом и корнем тоже такое пятно идет. Надо будет, да, срезать. И если моменты такие упускаете, то будьте готовы к тому, что орхидея может продолжить гнить. Обязательно, ребят, меняю у орхидею опору, потому что она железная. Не знаю, почему садовник решил, что орхидеи нужны железные опоры, но по моему мнению и вообще по тоже опыту, когда я ранее вот эти вот опоры не убирала, у орхидей моментально гнили корни. А все лишь потому, что пусть даже это железо, пусть даже оно в оболочке, оно имеет свойство окисляться. И поэтому корневая система, вот так вот она, выглядит она потом, конечно же, портится. Если у вас имеются такие орхидеи, прям обязательно их меняйте. И ставлю обычную деревянную, бамбуковую. Здесь уже, конечно, вставляю на глаз, потому что я не вижу, где там внутри корневая система. И обратно фиксирую орхидею на опору, чтобы цветение никуда не упало. И вот такая, ребят, орхидеечка. Ну, сейчас поставлю вам заставку, как она вообще цвела. Я тоже заказывала ее для себя. Она чем-то схожа с Magic Art. Согласитесь со мной. Но, насколько я знаю по себе, Magic Art, так же, как и Дикий кот, у меня не приживаются от слова вообще. Сколько бы я ни оставляла, что бы я с ними ни делала, но не живут они у меня. По разным причинам начинает гноить шеи, там что-то еще. Я упертый человек.
и думаю, что я все равно добью этот сорт, и он будет моим. Изначально про эту орхидею я думала, что будет отдельное видео, там что-то болеем, корневую лечим и все такое. Вы не фотографию я вам сейчас вставлю, какая она была изначально по приходу. Ребят, это было вообще страшно. Я вот таких страшных орхидей вообще давно не встречала, если честно. Было у меня, что приходят, там гниют шеи, гниют корни. Это да, бывает. Но чтобы листья были как тряпки, там не то, что тряпки, но это страшно, конечно, такое состояние. Что я сделала? Что я предприняла, чтобы орхидея спустя 2 дня, даже после того, как она попала ко мне, выглядит вот так. Этот лист, она его уже подняла. Нижний листик тоже. Все, я вижу, что орхидейка, ну, выздоравливает и чувствует себя более-менее. Видно, конечно, местами морщинки, они присутствуют. А этот лист, он уже весь выправился. Как я орхидею воскрешала, что я с ней сделала. Я, ребят, ее просто-напросто полила. Представляете, до такой степени она была высохшая, что прям корни уже чуть ли не сами себя начинали съедать. Садовник ее, конечно, засушил очень сильно. Ну ладно. Вижу, конечно, что местами есть корни подпорченные. И если вы на момент покупки, ну даже у меня покупаете, встречаете такое, что у вас есть местами испорченные корни. Ну, ребят, это, с одной стороны, нормальный, естественный процесс. Вот эти вот корни, они бывают такое, что старые. И просто-напросто со временем отмирают. Пугаться этого не стоит. Это естественный процесс. Я вижу все равно, что корневая у нее в целом-то хорошая, нормальная. И орхидейка, думаю, что со мной подружится. И вот вижу сразу же, что мох вот здесь местами прилег прям плотно к шее. Я его оттуда обязательно достаю. Не дай бог, он, видите, у меня сейчас влажный, мокрый, начнет портиться шея. Именно шея и гнить. Поэтому необходимо тоже на момент покупки весь вот этот моховой ком прямо отодвигать вот здесь вот на поверхности. Не нужно, конечно, туда вовнутрь влезть. Вы там ничего не сможете сделать. Также меня спрашивают, да, есть такие, сейчас начинают задавать вопросы. Лена, а вообще у вот таких орхидей, которые сидят в мху, есть ли торфяные стаканы? Ну, я думаю, что ответ очевиден. Здесь, кроме мха, нет абсолютно ничего. Все, буквально вот так немножечко подубрала. Теперь орхидейка быстро восстановится. Она у меня сейчас напьется, и заживем с ней хорошо. Единственное, что нужно мне, конечно, на данный момент, мне сейчас необходимо убрать цветение, потому что вы видите сами, что все цветочки, они завяли, и держать их смысла нет. Кстати, тоже задают такие вопросы, зачем вы убираете? Они ведь начинают иногда доращивать цветонос, ребят, ну, я не вижу в этом никакой красоты, да, доращивают, да, есть такое, но по мне лучше, чтобы орхидея из новых почек начинала давать новое, красивое, нормальное цветение. Обязательно вместо среза всегда я прикрываю перекисью водорода, потому что это живая рана, чтобы туда ничто не проникло. Опору я у орхидеи убрала, потому что она ей абсолютно не нужна. Цветения нет, держать нам нечего. Вот так, ребят, наши ушки висят на сегодняшний день. У кого-то тоже будет, наверное, вопрос о том, что, Лена, почему вы их не поднимете кверху, чтобы быстрее восстановился тургор? А зачем, ребят? У меня времени нет, чтобы с этим заморачиваться. Я и так знаю, что она сейчас напьется, отопьется, и тургор у нее воспрянет. Увидела сразу же вот здесь вот пятнышко. Вот в этом видео можете конкретно, подробно про такие пятна посмотреть. Это грибничка. Здесь просто-напросто засела грибковость. И не дай бог, вот даже вы пальцем ковырнете, скальпелем, что-то еще начнете вырезать, у вас попрет расти именно грибковость. Так что лучше не трогать и оставить так, как есть. Оно жизни орхидеи не угрожает и ничем не мешает, только лишь вам оно может помешать.
Вот такая вот, ребята, орхидея у меня уже отцветшая. Она пришла изначально уже почти отцветшая. Цветочки все у нее скуксились. Ну и садовник тоже ее продавал как отцветшую. Я купила ее просто-напросто, она мне очень сильно понравилась. Я ее прям полюбила с первого взгляда. Красивая, действительно. Но в нормально, в хорошем состоянии, в здоровом, в идеальном. Шея чистая. Со всех сторон все. На листьях тоже никаких пятен нет. Ничего не наблюдаем. Корневая система у орхидеи местами видно, что есть вот прям вот такие вот подпорченные корешочки. Так, вот еще один подпорченный. Вот есть подпорченный. Ну, как я ранее сказала, не нужно этого бояться. Здесь вот еще есть активные корешочки. Возможно, закуклит вот тоже активный корешочек. Потому что также была транспортировка, случился у орхидеи стресс и, возможно, закуклить. Ну ладно, ничего страшного. Я ее полила. И в целом орхидея выглядит нормально. И знаете, что насчет цветоноса? Я его буду обрезать. И, возможно, буду обрезать полностью. Потому что, видите, на конце он начинает желтеть. И в основе такие цветоносы, они до конца уже потом дожелтевают. Чтобы этот стрём убрать, нужно просто полностью избавиться от цветоноса. Тоже можете спросить, а почему почки не сохранила? А, ребята, она пожелтеет полностью до конца. Смысла нет сегодня обрезать ее или завтра обрезать. К этой орхидее у меня претензий никаких абсолютно нет. Все, теперь адаптируем и ждем именно домашнее цветение. И вот такую, ребят, красотку я специально себе заказала. Но видим, конечно, что уже цветение ушло. Также от транспортировки она стрессанула. Вы не поверите, что за эта орхидея. Это, ребят, чисто белый биглип. Вот так вот она будет цвести. Я решила повторно. Как я ранее сказала, я очень упертый человек. И решила, что мы с тобой все-таки подружимся. В этом видео можете про орхидейку посмотреть. У меня есть изначально такой сорт, такая орхидея. Но случилось так, что у орхидеи был фузариоз, и она заболела. Ну, не знаю, будет ли она в будущем расти. Пока стоит в бутылке кверх тормашками. Вроде бы ничего не предвещает беды. Но может быть всякое разное. Я повторно, мне также садовник ее вообще продавал как уцененную. Вижу, конечно, что проблемы когда-то на шее, видимо, были. Но на данный момент здесь смотрю, что все спокойно, нормально. И когда я орхидею обрабатывала абероном, я ее ни в коем случае не опрыскивала. Я ее просто листики протерла. А все потому, что, видите, проблемка она была. И не дай бог вот эта вода куда-то вот в эти вот чешуйки, вот чешуйка, вон там чешуйка попадет. И это будет говорить о том, что могут продолжиться эти процессы гнилостные, что бы мне и не хотелось. Корневая система у орхидеи на 5. Отличная, идеальная, хорошая. Претензий нету. Лист, вот если мы вот этот вот посмотрим, один желтенький. Но также смотрю, он желтеет не от основания. Здесь шея хорошая, идеально. А просто вот так. Бывает такое, что, видите, один лист находится над другим. И когда даже искусственный свет попадает сверху, то вот этот лист закрывается. Просто-напросто не хватает хлорофилла для окраса, именно чтобы лист был зелененький. И он попадает в тень нижний от верхнего. И такая ситуация, что лист, он отличается по окрасу может. Это никакая не болезнь, это нормальные естественные процессы. Но вот здесь вот вижу, что от основания это листик прорастает тоже таким светленьким. Но посмотрим, наблюдаем. Я думаю, что все равно в зеленый окрас это потом уже перерастет. И что я делаю на данный момент с орхидеей? Я вижу, что у нее цветоносы, они нормальные. Они не сохнут, не высыхают, поэтому я оставляю почки, потому что буду ожидать от этих почек цветения домашнее.
Также ставлю орхидейку отдельно от всех своих основных, и все вот эти 4 тоже. Кто-то меня спрашивал: Лена, вот вы их ставите, да, на тационное окно, оно у вас там разве резиновое? Вы туда можете столько много орхидей поместить. Но знаете, какие-то орхидеи стоят, и уже подходит срок к тому, что чувствует себя нормально, здорово, идеально хорошая, и я тебя могу перенести на основное окно. Либо я их ставлю куда-то на шкафы, но обязательно даю подсветку. Конечно, не всегда они, орхидеи, могут у меня умещаться на окнах, поэтому переставляю, даже, не знаю, там на тумбу, куда угодно можете поставить, но освещение обязательно должно быть. Вот эту орхидею, как я ранее сказала, мне необходимо ее полить. Эту орхидейку я уже поливала спустя сутки после того, как она ко мне пришла. Также вы, ребят, орхидеи должны поливать не сразу же, не в этот же день и не в этот же час, а дайте ей хотя бы сутки постоять у вас, там в идеале даже двое, и только потом начинайте поливать, потому что у нее стресс, она находится сейчас в других условиях, и чтобы не загноить ничего, не испортить, пусть полив будет чуть позже. Много вопросов, вот до сих пор еще масса вопросов остается именно с поливом мха. Так, давайте другую возьму орхидейку. Здесь полно корней, и мох-то его не видно. И я всегда стараюсь своим покупателям объяснить. Вот, видите, где мох мокрый, а где мох сухой. Я думаю, что все понятно. И как только вы замечаете состояние, именно цвет вот такого мха, корни, они могут быть серыми даже. Ну, мох, конечно, он очень долго держит влагу. Где-то через неделю уже корни начинают сереть. Но, ребят, я никогда в таких посадках не ориентируюсь по корням. Я только ориентируюсь именно по грунту. Он у меня вот таким светлым становится, все, я его начинаю поливать. И главная задача именно в уходе за орхидеей, которая растет в мху полностью, вот такие покупные. Конечно, в будущем у них пересадка будет обязательно уже в кору, скорее всего. Ни в коем случае не залить. Не дай бог вы зальете мох, и вы переувлажните корневую систему, это будет говорить о том, что корневая потом может начать гнить. Поэтому орхидеи, растущие в мху, обязательно просушивайте им мох. Даже по весу вы также можете потом в будущем определять полив. Орхидея сухая, но она легкая. Орхидея мокрая, она вот прям тяжелая. Когда вы подходите к орхидее, представим, что она стоит на окне, все у нее хорошо, нормально адаптировалась, вам нужно орхидейку полить. Вы элементарно можете вот так взять за горшок, и сразу вес будет чувствоваться. Если она даже наполовину влажная, то вес он ощущается. Когда уже орхидея хочет пить, то она легкая. И, конечно же, мох-то нужно его просушивать, ну, до самого конца, там до середины, чтобы он был сухой. Конечно, увидеть мы этого не сможем, но по весу определить сможем. И, ребят, всем вот этим орхидеям я изначально в полив обязательно давала фунгицид Привикур. А если у вас его нет, ну, ребят, займите. Вот не пожалейте эти 80 рублей. Обязательно купите, вообще идеально. Такой потрясающий препарат. Можете также приобрести его у меня. Я вам говорю не в качестве того, чтобы вам его продать. Он реально работает. Если нет Привикура, можете купить фитолавин. Но профилактировать можно даже биологическими, которые содержат триходермовириды, субтилиус бациллиус. Но триходермовириды, она, когда ее поливаешь, цветущие орхидеи, скидывает потом. Так что лучше при цветении триходермовириды не использовать. Просто фитоспорин, который содержит субтилиус бациллиус. Обязательно, ребят, эти профилактики, они у вас должны быть именно от грибковости. Кто-то говорит о том, что, ну нет, у меня же все хорошо, нормально, зачем лишний раз орхидеи пичкать? Но знаете, перенеся стресс, можно даже через полив. Полив фунгицид, другой полив антистрессовый. И вы знаете, 3 полива сделаете с фунгицидом, 3 полива сделаете с антистрессовым препаратом. Это необходимо делать. Потому что случается так, что после транспортировки они стрессанули,
И начинается вот первое, что может показать. Это, конечно, по-разному может проявляться. Либо может начать гнить корневая, либо цветочки опадают, либо гниет ствол, ну и пошло-поехало. И чтобы это предотвратить, мы обязательно начинаем орхидейкам давать, ну вот я советую, не знаю, как вы можете, конечно, противиться и этого не делать, но я привыкла именно вот так вот с орхидеям к новым поступать. Вот даже видно, что вот здесь вот корешочки, пусть они даже и из какого-то старого гнилостного процесса, но вдруг оно может начать все прорастать дальше. Мы же не знаем, как она себя поведет. Хочу вам показать вот эту орхидею, которую тоже я себе оставляла. Так красиво она у меня цвела. Теперь я ждаю домашнее цветение. Вот наш домашний листик, хороший, нормальный. Когда я ее себе оставила, было все хорошо, было все нормально, ничего не предвещало беды. И корневая система у нее была также хорошая. Но, ребят, вот именно вот этот вот стресс показал мне то, что орхидея начала портить корневую систему. Вот этот вот корешочек тоже изначально хотел, конечно, подгнить, но не успел. Так, что еще? Вот он, корешочек, который также хотел начать гнить. Я сразу же начала давать в полив, как только увидела эту ситуацию, привикур. Изначально я его давала, но, видимо, орхидейки был стресс и такой затяжной, и долгий, что спустя какое-то время только лишь она начала гноить корневую систему. Все. И вот еще буквально немножко мне хватило, там 3 раза тоже я привикуром пролила орхидею. И сейчас мы можем замечать вот такой вот результат наращивания новых корней пошло. Все. Орхидейка адаптацию прошла. Корни наращиваются, листья наращиваются. И сразу же хочу вам здесь сказать, ни в коем случае, ребят, не нужно и нельзя орхидеи сразу пересаживать. Я вам не советую. Я не знаю, почему вот меня смотрят, да, постоянные зрители, которые у меня есть, и даже вот мои покупатели, которые приходят и начинают спрашивать. Я знаю о том, что они смотрят, но, видимо, смотрят плохо через раз и спрашивают, а нужно ли Лен пересаживать? Я об этом говорю постоянно. Нет, 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 не советую. Даже если вот на данный момент я увижу у орхидеи, что корневая активна, так она может закуклить ее в любой момент. И без того у нее сейчас ну, стресс, это транспортировка, это вообще абсолютно другие условия. Нам-то это может быть казаться, ну, там, легко и просто, а для них это вот так. И случится так, что у вас при пересадке будет еще больше стресс, и вообще она сгниет, и корни испортятся, и вы можете ее потерять. Когда вот сейчас, видите, растут же, но не умирают ничего они от этого грунта, и у вас они тоже не погибнут. Даже я, когда вижу сейчас новый корень пошел в рост, все нормально, казалось бы, можно пересаживать. А, ребят, зачем? У меня времени есть, я подожду, сейчас весна начнет все пробуждаться. Из-за одного корешочка я пересадку делать не буду. Я это буду делать ровно тогда, когда я увижу огромное количество новых корней, растущих. Только тогда. Все, видим, что орхидейки хотят пить, и у меня здесь налито уже готовый препарат с привикуром, водичка с привикуром. Но она вот таким водоцветом, это потому что с аквариума я взяла. Хорошая вода, нормально. Вот эти 2 орхидеи, они хотят пить. Все, мы определили, поняли. И всегда спрашивают, а сколько нужно воды наливать именно орхидеям, которые растут в мху? Нет такого ответа, потому что у всех объемы разные. У всех условия содержания абсолютно разные. Я всегда говорю, что вот я наливаю в поддон. Поддоны бывают, ребят, тоже абсолютно разные. Наливаю воды и замечаю, полив осуществляю только, когда у меня увлажнится, вот смотрите, мох уже пошел увлажняться, 1/3 от грунта мерим, вот половина, угу. Мерим на 3 части, делим, 1, 2, 3. Вот как только вот такой вот слой мха увлажнится, все, орхидею уже можно не поливать. Далее мох сам равномерно распределяется и чуть ли не практически полностью он намыкает. Сейчас даже уже все, здесь мох практически увлажнился. И вот здесь вот тоже вижу. Так, смотрю, сколько.
Ну вот да, уже чуть ли не до середины доходит. Все, вот эта водичка, она уже лишняя. Вот столько воды хватает абсолютно. Далее, даже сейчас, когда будем с вами разговаривать, мы увидим, что мох увлажнится полностью. Ни в коем случае не советую делать пролив именно вот здесь. Я столкнулась с тем, что вот даже вот такие орхидеи, которые шли на продажу, я их вот тут вот проливала, и же поить-то нужно, соответственно. И началась гниль. Мох, он также распределяется и доходит до ствола. И начиналась гниль, поэтому я на данный момент так не делаю и вам тоже не рекомендую. Вот видите, уже подходит к половине. Думаю, что про полив вам понятно. Поставила возле себя такую красотку. В следующем видео я обязательно сделаю обзор на цветущие орхидеи, чтобы показать, что не все так плохо, как вы можете подумать. Ребят, я вам все рекомендации дала, которым именно я придерживаюсь после того, как я приобретаю новую орхидейку. Думаю, что вам понятно про обработку от вредителей, про обработку от корневых гнилей и вообще грибковости в целом. Необходимо обязательно содержать их на карантине месяц. Ставьте куда угодно, но дайте обязательно освещение. Это месяц, ровно тот промежуток времени, когда орхидея покажет себя. Либо у нее будет все идеально, все хорошо, нормально, либо вот даже вот эта орхидея уже на третий день себя показала. А если бы я изначально ее купила и поставила на окно вместе с своими орхидеями, конечно, мои орхидеи здоровые, могли бы от нее заразиться, потому что сама грибковость, она не просто прорастает внутри грунта, а также спорами. Вот, ну, та влажность, которая исходит из горшка, вот даже с этими капельками, которые мы не видим, оно испаряется и также может падать на другие наши растения. Чтобы это предотвратить, выдерживаем строго их месяц. После того, как увидели, что все идеально, тогда уже ставим отдельно на адаптационное окно. Думаю, что, ребят, данное видео было для вас интересно. Делитесь обязательно моими видео в своих социальных сетях. Помогите мне в развитии моего канала. Всем всего самого доброго. Всем пока.